до этого момента мы уже прочитали несколько удивительных, красивейших историй, примеров благодати из Библии. The truth is that God is writing a story of grace in each one of our lives. Но истина еще и в том, что Бог пишет вот эту историю благодати в жизни каждого из нас. Each one of us, by our testimony, is a portrait of grace. Каждый из нас со своим свидетельством есть портрет благодати. If I was a painter, I could sit up here and I could paint this picture right now that I want to have in my memory forever. Был бы я художник, я бы вот сейчас нарисовал картину прямо здесь, и это было бы вообще вот все то, что есть у меня в памяти, вошло бы туда. But I'm not an artist, Но я не художник, so I'm going to take your picture. поэтому я вас сфотографирую. Thank you. Спасибо. Let's turn in our Bibles to Acts 27. Давайте откроем Библию, в книгу Деяния, главу 27. Acts 27 is a story of where the Apostle Paul was shipwrecked. А в 27 главе рассказывается история, как апостол Павел попал в кораблекрушение. In 2 Corinthians 11, it says that Paul was shipwrecked a total of 3 times. А во втором послании к Коринфянам, в главе 11, говорится, что Павел говорит, что он попадал в кораблекрушение трижды. As Paul was headed to Rome to appeal to Caesar, Вот, когда Павел направился в Рим для того, чтобы предстать пред Цезарем, we can assume that this was the last time he experienced that. а походу вот это был последний раз, когда он попал в кораблекрушение. The term shipwreck brings up images of high seas, Вот, кораблекрушение, да, приводит на ум сразу же какие-то большое море, crashing waves, гигантские волны, gale-force winds, серьезнейшие ветра. water pouring into the ship, Вот, вода заливает корабль. panic from the crew and passengers, Вот, паника, пассажиры бегают, матросы тоже. damage to the sailing vessel, Вот, как бы корабль получает повреждения. and the potential loss of life. И как бы мы понимаем, что будут жертвы. Acts 27 has all of that. Вот в 27 главе мы все это дело видим. A large portion of Acts 27 has to do with geographical locations and timing. Вот достаточно большая часть 27 главы посвящены географическим моментам, то есть где это было и когда. In terms of when they were sailing and where they were headed. Тут рассказывается о том, куда они плыли на корабле, куда они направлялись. There are also verses that have to do with maneuvering the vessel and the terminology used that has to do with sailing. И также есть вещи, описывающие, как корабль пытался попасть туда, куда хотел, и определенная терминология, которая описывает управление кораблем. I'm not a sailor, Я и не моряк даже. and this will not be a sailing lesson. И поэтому не буду вас учить кораблеводству. The story of Paul in Acts 27 plays out like a scene in a movie. Вот поэтому вот эта история, которая в 27 главе, она, знаете, как сцена из кино. I would like to use it to talk about the grace that can be found in the midst of difficult circumstances. И эту историю я хочу использовать сейчас для того, чтобы показать, как благодать, как мы можем находить благодать посреди труднейших обстоятельств. We all experience trouble in our lives. Я думаю, у всех у нас бывают проблемы в жизни. The Bible calls them trials. В Библии проблемы наши называются испытаниями. Today, for this lesson, I would like to make a distinct difference between the consequences of our sins versus the trouble that comes our way. И я хотел бы для вот сегодняшнего нашего вот этого урока, чтобы у нас было понимание различия между теми проблемами, которые приходят к нам как последствия греха, и теми испытаниями, которые приходят на наш путь просто потому что. When we sin and we have consequences, that is from our own doing. Когда мы грешим, и на нас сваливаются последствия того, что мы сделали, это просто мы это сделали. God uses those consequences as discipline so we would change our behavior. Бог использует эти обстоятельства в качестве воспитания для того, чтобы изменить наше будущее поведение. The consequences are for our own good. И эти последствия тоже используются к нашему благу. God wants us to learn and be more like Jesus.
Бог хочет, чтобы мы из этого тоже научились и были более похожими на Иисуса. and not sin in that way again. И не грешили снова. Like when we studied David's failure. Как вот мы вчера говорили о Давиде, о том, что он сделал. He created the mess he was in. Вот, он сам создал весь тот ужас, в котором оказался. And by reading ahead in the Bible, И читая далее Библию, he suffered consequences the rest of his life. он страдал от различных последствий этого греха всю свою жизнь. But other times in our lives, Но бывают другие моменты в нашей жизни, trouble just comes our way, когда просто проблема откуда ни возьмись. comes out of nowhere. Вообще непонятно. And we start thinking, И мы начинаем думать, what is this? это с чего вообще? That's what I want to talk about today. Вот о таких вот вещах, которые непонятно что, я и хочу поговорить сегодня. The trouble that comes your way Проблемы, которые приходят к нам на пути, when you did not cause it. когда вы их, собственно говоря, никаким образом в них не виноваты. Paul already has trouble. У Павла уже было достаточно проблем. He's under arrest for preaching the gospel of Jesus Он Christ. уже попадал под арест за то, что он проповедовал Евангелие Иисуса Христа. And now while sailing on a ship, И вот сейчас, когда он находится на корабле, идет туда, в Италию, a storm comes and it threatens everyone's life. Приходит шторм, который угрожает жизни каждого, кто есть на корабле. So if we could read James 1, 2, and 3. Для начала давайте прочитаем от Иакова из 1 главы 2-3 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». When trials come our way, we are tempted not to trust God. Когда испытания случаются с нами на пути, когда проблемы приходят, мы искушаемся перестать доверять Богу. We are tempted to take matters into our own hands and get ahead of the Lord. Мы испытываем искушение взять все в свои руки и перестать следовать за Богом. Trials can tempt us to become anxious, Различные испытания искушают нас быть нетерпеливыми, fearful, боязливыми, intimidated. нестабильными. Trials can tempt us to hide. Искушения иной раз и проблемы искушают нас спрятаться. We are tempted just to get in bed Знаете, вот такое искушение просто вот залезть в кровать, and pull the blankets over our heads закрыться одеялом с головой and pretend the trouble does not exist. и притвориться, что нету никаких проблем. But the trouble is real, Но проблемы есть. and God wants us to face it И Бог хочет, чтобы мы встречали эти проблемы открытым лицом and ask Him for help. и просили Его о помощи. He can give us grace during the midst И of Он the trial. может дать нам благодать во время испытаний. For example, Например, maybe your car breaks down for no reason right when you need it most. вот в тот момент, когда вы нуждались в своем автомобиле более всего, он взял и сломался. Perhaps the company that you work for closes down and you lose your job. Или компания, в которой вы работали, раз и разорилась, и закрывается, и вы теряете свою работу. It creates a financial crisis for you. И это финансовый кризис для вас. You have no money. У вас нет денег, You can't pay your bills. нечем оплачивать счета, You can't feed your children. вы думаете, чем кормить детей. Perhaps you get an illness or an injury that affects your health. Или, например, что-то такое случилось, и вы заболели, или что-то такое произошло, что сильно влияет на ваше здоровье. Or the health of a family member. Или на здоровье кого-то из членов семьи. Perhaps one of your children is in rebellion А может быть, кто-то из ваших детей восстал. and turned your family situation into a chaotic mess. И вся семейная ситуация превратилась в ужас. Or a natural disaster hits the area you live in and your home is destroyed. Или, знаете, просто обычная какая-нибудь природная катастрофа случилась в том месте, где вы живете, или у вас дом там развалился, или ураганом его снесло. These are the kind of situations that can turn your life into a pressure cooker. И, знаете, вот это такие ситуации, которые превращают вашу жизнь, просто в ужас. Stress and tension escalate. Этот стресс все сильнее становится и сильнее, давление на вас сильнее. Relationships get strained. Взаимоотношения обостряются. Bad decisions get made.
принимаются неправильные решения. And very quickly your life is turned upside down. И вся ваша жизнь идет кувырком. Without God's grace, Без благодати Божьей. trouble like this causes people to walk away from their marriages. А вот подобного плана проблемы иной раз заставляют людей разрывать брак, Their ministries. бросать служение. And at worst, they walk away from God. И даже самое худшее может случиться, люди просто бросают ходить с Богом. Instead of looking to God for help, Вместо того, чтобы обращаться к Богу за помощью, we blame God for the trouble and we get shipwrecked. мы начинаем обвинять Бога в тех проблемах, которые случились с нами, и терпим кораблекрушение. This chapter is filled with practical advice on weathering a storm in your life. Вот в этой главе у нас есть практические советы, What we как need, пережить шторм в нашей жизни. what we need to remember is that God knows about the trouble. Мы должны очень хорошо помнить, что Бог знает, в какие проблемы мы попали. And will come to our aid when we cry out for help. И Он обязательно придет на помощь, когда мы будем просить Его об этом. To set the scene, the Apostle Paul has just had his audience with Festus and has appealed to Caesar. Для того, чтобы еще лучше понять обстоятельства, вот смотрите, апостол Павел предстоял пред локальным правителем Фестусом, и после этого он попросил суда у кесаря. In Roman law, any citizen could have their case heard by the highest authority. И по римскому закону любой гражданин мог требовать высшего суда, и его должны были выслушать. So Paul, who is under arrest, is sent on his way by ship to Rome. И вот Павел, находясь под арестом, отправлен на корабле в Рим. So let's make this point first. Paul is in trouble as the story begins. И поэтому давайте сначала вот этот момент отметим. Да? Павел уже испытывает определенные проблемы, он уже в трудностях, когда история только-только начинается. He's under arrest for preaching the gospel. Он уже арестован за то, что он проповедует Евангелие. Let's read verses 1 through 3. Давайте прочитаем стихи с 1 по 3. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. С нами были Аристарх, македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Here we see Paul in the midst of his trouble И вот мы видим здесь Павла, несмотря на все его проблемы, receive grace from the centurion guard. он получает благодать от сотника. He's allowed to see his friends. Ему позволили сходить к друзьям. Paul was not a condemned prisoner, so he was given a little more freedom. Павел еще не получил обвинения, да, то есть он еще не осужденный, и поэтому он получает определенные привилегии. Here we see Paul's character shining through and causing the centurion guard to ease up on Paul's И мы restrictions. видим, что вот характер Павла, его человеколюбие, да, оно отразилось и на человеколюбии вот сотника Юлия, и вот позволил ему попасть к друзьям. Paul knew the situation he was in, and he still acted like a Christian. Павел понимает, в какой проблемной ситуации он находится, однако все равно он поступает по-христиански. His circumstances did not affect his character. Его обстоятельства не влияют на то, как он себя ведет. Paul looked for God's grace in the midst of difficulty and made a request that was granted to him. И вот Павел просил благодати у Бога, даже посреди всех этих проблем, и получил ее. Point number 1. In the midst of trouble, remember you're a Christian and act like one. И поэтому вот первый момент. Даже посреди любых проблем и трудностей, помните, что вы христианин, и поступайте по-христиански. There are not many things worse than watching a Christian behave in an unbecoming way during a crisis. Знаете, это жуткая вещь, это видеть, как христианин в трудный момент начинает вести себя неподобающе. It's a terrible witness to those around us. Это жуткое свидетельство, очень нехорошее свидетельство окружающим людям. Let God shine through you and let your request be made known to God. Пусть Бог получит возможность сиять через вас и в таких обстоятельствах, и свои просьбы доносите до Него. Ask God for help. Просите Бога помочь. In this case, Paul received care from his friends. Вот смотрите, здесь мы видим, как Павел получил, воспользовался усердием своих друзей, получил от них что-то, заботу какую-то.
Let's read verses 4 through 11. Давайте прочитаем с 4 по 11 стихи. «Отправившись оттуда, мы приплыли на Кипр по причине противных ветров, и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в мир Ликийский. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но, как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему начальнику корабля, нежели словам Павла. Here we see Paul giving advice and showing concern about the impending voyage. И вот смотрите, здесь мы видим, как Павел пытается дать совет и обнаруживает, что он заботится о многих обстоятельствах. Paul was not a sailor, but he had a lot of experience traveling by ship. А Павел не был моряком, но однако же он вдоволь наплавался на кораблях, и у него был некоторый опыт. It's estimated that Paul traveled more than 3,500 miles by sea during his missionary journeys. И знаете, как бы прикинуто, что Павел проплыл более 5000 километров во всех своих вот этих миссионерских путешествиях. So although he was not a trained seaman, he was an experienced traveler. И поэтому, несмотря на то, что он не был моряком, однако же он был опытным путешественником. Paul was an intelligent man who could put two and two together. Павел был весьма образованный человек, он мог сложить 2 плюс 2. And told the crew that moving forward was a bad idea. И он сказал, что, знаете, вот в это время года плыть дальше это не очень правильно. In this case, no one listened to him. Но в этот момент никто его не слушает. But his foresight about the voyage would be remembered as correct. Но, однако же, вот этот совет мы увидим, что он был правильным. Personally, I am not a boat guy. Я вот тоже не моряк. I have limited experience on boats or ships. У меня вообще никакого практически опыта нет на кораблях там или лодках. In general, I would say that boats make me uneasy. А я бы сказал, что вот плавание на корабле, оно не совсем легко мне дается. I'm very cautious, and I've even gotten sick on a boat a few У times. меня и морская болезнь была, и вообще я побаиваюсь этих вещей. Traveling 3,500 miles by sea would not be my idea of fun. Знаете, плыть 5000 километров это не то, что бы мне понравилось. But for Paul, he was used to it and equipped by God to handle all situations he faced. Но смотрите, Павел уже привык к этим вещам, да, и он Богом был снаряжен на то, чтобы встречать и такие ситуации в своей жизни. Sometimes God puts us in situations that would make other people uncomfortable. И знаете, иной раз Бог может поставить нас в такие обстоятельства, в которых другим будет трудно. But he gives us grace to do something that others would dread. Но нам Бог дает достаточно благодати, чтобы помочь другим в этих обстоятельствах. Point number 2. Второй момент. Based on your experience, it's good to give your opinion. Это хорошо высказывать свое мнение, основываясь на своем опыте. Speak up. You might have the word of the Lord. Говорите, Бог может использовать вас и ваш опыт, и ваши знания для того, чтобы дать слово другим. And it could save lives. И иной раз это может спасти жизнь. Even experts need our feedback. И знаете, даже некоторые эксперты иногда нуждаются в советах. Moving on, let's read verses 12 through 17. Далее, значит, прочитаем с 12 по 17 стихи. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдою, мы едва не могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособия и отвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. We see a mighty wind pickup, and the ship no longer can hold its own against the wind. И вот мы видим, что они вроде бы отправились, но тут поднялся сильный ветер, и они больше не могли управлять кораблем. Eventually, they have to let the wind have its way, and the ship gets driven along by it. То есть они вообще отдались на волю ветра, спустили парус, и пусть носила корабль как получится.
As the wind blows, that's where the ship goes. Вот куда ветер дует, туда корабль несет. Like I said, I don't have much experience on boats. Как я уже сказал, у меня не очень-то много опыта корабельного. One time I took our son fishing on a lake in a rented boat. Как-то раз мы взяли лодку на прокат и пошли с сыном на рыбалку вот на этой лодке на озеро. We were fishing in the early afternoon, the lake was calm, and we were having a great time. Вот это было где-то, знаете, середина дня, было очень хорошо, озеро было абсолютно спокойное, замечательное время. At some point, my son's fishing line got caught in the motor propeller. Но в какой-то момент леска от удочки моего сына попала значит, в лодочный мотор, в пропеллер туда. The motor shut off. И мотор у нас заглох. As I worked to get the line free, Я пытался освободить эту леску, отмотать ее оттуда с этого пропеллера. the wind picked up suddenly. И тут вдруг ветер поднялся. Soon waves started to form on the water, causing to rock the boat. И как бы волны начали возрастать, и быстрее, и лодка уже раскачивалась. The wind increased as I frantically tried to get the motor started. И я уже всяко разно там пытался запустить как-то мотор, а ветер все больше и больше. The wind was so strong that our little boat began to move across the lake into a very bad area. И ветер поднялся такой, что наша лодка без мотора стала двигаться по озеру в то место, куда бы мы совсем не хотели попасть. My son, who was 8 at the time, never said a word, but his eyes got very big. Вот, сыну моему было 8 лет. Он, конечно, молчал, но глаза у него увеличивались просто на глазах. He was really scared. Он очень был испуган. So was I. И я тоже. I asked God for help as I knew we were in trouble. Я просил Бога о помощи, я молился, потому что понимал, что это проблемы. And God sent someone to give us a hand. И знаете, Бог послал нам помощь, руку помощи. It was a very scary situation. Жуткая была ситуация. We had no control over the wind. Вот мы вообще ветер никак не могли контролировать. Needless to say, I don't spend much time on the water. Поэтому я и говорю, не очень-то я люблю время на воде проводить. Point number 3. Третий момент. Sometimes, despite everything you do to hold back the full weight of the trouble, it can come at such a force that you get overwhelmed. Третий момент тот, что даже несмотря на то, что иногда мы предприняли все возможные усилия, чтобы эта проблема с нами не случилась, она может случиться. Remember, when that happens, remember that God sees your trouble and let go. Вот когда такое происходит, помните, что Бог все равно знает, что вы попали в эту проблему, несмотря на предосторожности, и позвольте, опять же, Ему действовать, молитесь. Trust the Lord. Доверьтесь Богу. He will see you through. Он проведет вас. By not letting go and asking for God's help, your life might get shattered beyond repair. Если вы не будете просить Бога о помощи, да, то, знаете, можно получить очень серьезные повреждения, которые можно не починить потом. Let go and let God steer your ship. Позвольте, отдайтесь на волю Божью, позвольте Богу управлять вашей лодкой. Trust Him. Ему доверяйте. Remember, Jesus is our anchor. Помните, что Иисус наш якорь. Let's read verses 18 and 19. Давайте прочитаем 18-19 стих. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий день мы своими руками побросали с корабля вещи. Here the ship is being violently tossed about on the sea. Вот корабль мотает ветром по морю. In an effort to lighten the weight of the vessel, the cargo and the ship's equipment were thrown overboard. И вот из-за этой бури видно, что пришлось выбрасывать с корабля и груз, который должен было перевезти, а потом еще и вещи, которые просто свалили. Point number 4. Четвертый момент. In the midst of heavy trouble, lighten your load. Иногда посреди вот таких вот серьезных проблем надо выбрасывать лишние вещи. The trouble that has come your way will need your full attention and focus. Освободитесь от лишнего, потому что иной раз проблема потребует всего вашего внимания. Ask your friends and family to help ease your burden. Просите друзей, домашних своих, чтобы они взяли на себя часть вашей ноши. Set aside all your responsibilities you can, so you can have the energy and time to weather the storm. Постарайтесь освободиться, отложить какие-то все ответственности, которые на вас лежат, для того, чтобы внимание уделить той проблеме, которая вот
повела вас в это что? Let's read verse 20 through the end of the chapter. И теперь с 20 стиха дочитаем до конца главы. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и я, которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь, как мы на Симу были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаемся к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то и вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: сегодня 14-й день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. Ибо ни у вас, ни у кого из вас не пропадет и волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он благодарил Бога, пред всеми разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех на корабле нас 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, к которому мы решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, развязав рули и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, корабль сел на мель, нос увяз, остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел умеющим плавать первыми броситься и выйти на землю. А прочим же спасаться, кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. In the midst of the trouble that has come your way, look to the future. Вот посреди тех проблем, которые оказались на вашем пути, смотрите вперед. God had future plans for Paul. У Бога были планы на будущее, на Павла. The angel of God told him that he would stand before Caesar. Ангел Божий сказал, что он предстанет пред Цезарем. So that meant no matter how bad things looked, he was going to survive. И поэтому это означало, что вне зависимости от того, как жутко все выглядит, он спасется. And through him, everyone on board would live. И через него все остальные на корабле тоже останутся в живых. If they followed his instructions. Если они будут следовать его советам. Why do you think that Paul gave instructions that no one could leave the ship? А как вы думаете, почему Павел давал такую, такой совет, да, что никто не должен покидать корабль? If anyone left, all would die. Если кто-нибудь сбежит, то все умрем. I think God wanted to work in each person's life and to remember that day. И, наверное, Бог хотел действовать в жизни каждого из этих людей, чтобы они потом вспоминали этот день. They would tell the story. Они рассказывали эту историю. They would say, the guy Paul told us to stay on the ship. Они бы рассказывали, что вот был такой узник по имени Павел, и он сказал нам оставаться на корабле. It looked like we were all going to die. И выглядело, что мы вот-вот все умрем. He said if anyone jumped overboard, we would all die. И он говорил, что если кто-нибудь начнет прыгать с корабля, мы все умрем. So we stayed on the ship. И мы оставались на корабле. We did just what he said, and we all lived. И мы сделали так, как он сказал, и все выжили. That's a good story. Это хорошая история, правда? By staying on the ship, they lived, and they had a story to tell. A story about being saved. Оставаясь на корабле, они не только выжили, но и еще и получили такой опыт, такую историю, которую они могли потом рассказывать, историю о спасении. We all have a story. У каждого из нас есть какая-то история. Paul had a story. У Павла была, David had a story. у Давида, Rahab had a story. у Равы, Moses had a у story. Моисея, Abraham had a story. у Авраама была история. Bill Shepard has a У story. Билла есть история.
I have a и у story. меня, You have a story. и у вас. What is your story? Какая ваша история? God tells his story through us, and it has great purpose. Бог рассказывает свои истории через нас с определенной серьезной целью. Perhaps not the eternal impact of Paul or David, Может быть, даже это не будет нести такого, знаете, вот серьезнейшего эффекта, вечного прямо эффекта, как у Давида или у Павла. but who knows? Но кто его знает? The testimony that you have about God's grace could cause someone to go to heaven Знаете, то through свидетельство, salvation. которое вы можете рассказать о действии благодати Божией в вашей жизни, кого-то неверующего может привести к вере, к спасению на небеса. Point number 5. Поэтому вот момент номер 5. When trouble comes your way, don't rush to get away from it and to fix it yourself. Когда проблемы встречаются на пути, не старайтесь как можно быстрее сбежать от этой проблемы или пытаясь ее каким-то образом самостоятельно ликвидировать. Don't jump off the ship. Не спрыгивайте с корабля. Look to the Lord. Смотрите на Бога. Ask him what he's doing and allow him to work his story in you. Спросите, что Он делает. Позвольте Ему написать новую историю через вас. We look to the Bible for inspiration. Мы смотрим на Библию за вдохновением. And so often we do that by reading about what others have went through for the sake of the gospel. И так часто мы пытаемся найти вдохновение, читая о том, как другие поступали в Евангелии или в других книгах. Real people going through real trouble. Настоящие люди, проходящие через серьезные испытания. Reading about how someone else got through a crisis is so comforting to us. Знаете, читая то, как кто-то прошел через какой-то кризис, иной раз очень здорово утешает нас. It makes us think, I can do that. Это позволяет нам думать, да, это помогает нам думать, и я смогу. If they did it, I can hang in there too. Они это сделали, и я смогу. Also, seek to be an influence. А также стремитесь влиять. Paul was a prisoner. Павел был узником. By the end of the voyage, the crew was listening to him. Но смотрите, к концу этого вот вояжа, да, все слушали его. How does that happen? Как это случилось? Paul's character and behavior gave him influence with others. А характер Павла, его поведение, то, как он себя вел, дало ему возможность получить такое влияние. It says that all 276 people on board were saved. 276 человек было на корабле, все спаслись. The ship was destroyed, А корабль был действительно развален, but the crew and passengers survived. но и пассажиры, и моряки, все спаслись. You can survive a shipwreck. Вы можете пережить кораблекрушение. You can survive a storm. Вы можете пережить бурю. You can live out the story that God brings your way through trouble. Вы можете потом рассказывать эту историю, как Бог провел вас через это дело. I've lived through a storm. У меня тоже был шторм в жизни. Like I said yesterday, Вот как я вчера рассказывал, I've been married almost 41 years. я женат практически 41 год. I married my high school sweetheart, and her name is Liz. И мою жену зовут Лиз, и я с ней познакомился еще в школе. Liz is beautiful. Она замечательная, красивейшая. She is full of life and has a vibrant И personality. она очень такая живая женщина, она такая подвижная. She's always happy, Она всегда счастлива and she giggles all the time. и постоянно смеется. Even in the worst circumstances, my wife giggles. Даже в самых тяжелых обстоятельствах она все равно веселится. Liz has been a diabetic since she was 15 years old. И вот, когда ей было 15 лет, у нее обнаружили диабет, She takes insulin every day to control her diabetes. ей приходится принимать инсулин ежедневно. Diabetes is a terrible disease. И знаете, диабет очень противное заболевание. Over the course of our marriage, we have faced many medically related trials with Liz. И вот на протяжении этих лет, когда мы женаты, мы сталкивались с различными медицинскими проблемами. Вот с Лизой. Her first heart attack happened in 2002. У нее был сердечный приступ в 2002 году первый раз.
She was only 45 years old at Ей the было time. всего 45 в тот момент. On different occasions, she has lost the sight in both of her eyes. Она очень плохо видит на оба глаза. Complete blindness. Практически полная слепота. By God's grace, He provided doctors to restore her sight. Но благодатью Божией мы доктора смогли вернуть ей зрение. Her diabetes has caused poor blood circulation in her feet and legs. Диабет тормозит кровообращение в ее руках и ногах. The poor circulation causes Liz a lot of pain and made it difficult for her to walk. И это затрудненное кровообращение вызывает и боли, и очень трудно ей ходить. The doctors began treating this circulation problem in 2003. А вот в 2003 году мы пытались пройти лечение, которое бы улучшило кровообращение. Our children have grown up in a home where it was common for the emergency medical teams to be called to our house. И знаете, вот наши дети не пугаются, когда к нам скорая помощь домой приезжает. Our children have witnessed Liz go into seizures due to her diabetes not being in control. Они видели всякие разные вещи и различные процедуры, когда приходилось каким-то образом справляться с диабетом. This is a difficult thing to observe. И знаете, это тяжело все перечислять. You feel helpless and afraid as the medical teams do their best to revive her. Очень трудно, когда вот приезжает эта реанимация и пытаются опять что-то сделать, и ты ждешь врачей, когда они что-то делают. It's the kind of trouble that's just too much to bear. Знаете, иной раз кажется, что это такая проблема, которую слишком сложно вынести. Paul was an experienced traveler on the seas. А вот Павел был весьма опытным путешественником по морю. My wife and I become experienced in working with doctors and the hospital. А вот я и моя жена, мы такие очень опытные посетители больниц. At times it's given us special insight into what Liz was going through. И, знаете, был момент, когда мы поняли какую-то особую составляющую того, через что мы проходим. In 2009 she was hospitalized with more heart trouble. Вот в 2009 году она опять попала в больницу с очередными проблемами с сердцем. For several days they could not determine what was wrong. И несколько дней врачи никак не могли определиться, что не так. They knew Liz was sick, but all of her test results were normal. Они видели, что она больна, но анализы были нормальные. On the third day, Liz got very ill, and her life was in danger. На третий день она очень плохо себя чувствовала, и видно было, что это угрожает жизни. The doctor was concerned, but was at a loss at what to do. И доктора не могли понять, что делать, и практически разводили руками. Like Paul looked ahead and saw that the voyage was going to be bad, I felt like the Lord gave me the word on what was wrong with Liz. И знаете, вот как Павел, который в какой-то момент понял, что вот это их путешествие не будет безопасным, Бог дал мне понимание того, что происходило с ней. I told the doctor I felt that her artery was blocked. Я сказал докторам, знаете, такое впечатление, что у нее артерия закупорилась. And he needed to do a procedure to open it up. Надо что-то делать, чтобы вернуть циркуляцию крови по артерии. The doctor said these exact words. И вот доктора посмотрели и сказали, да. He looked at me and said, I think you're right. Они посмотрели и сказали, да, наверное, это так, ты прав. They did the procedure and saved her life. Вот они произвели необходимые процедуры, и жизнь ее была спасена. I'm not a doctor. Но я вовсе не доктор. Paul was not a sailor. А Павел не был моряком. Through your experience, God can give you insight. Но знаете, от опыта может производиться видение. Speak up. Говорите, не стесняйтесь. God has taught us to act like Christians in these situations. Бог заставляет нас, Он побуждает нас вести себя как христиане в этих ситуациях. And to bring Jesus with us when we're in the hospital. И куда бы мы ни пошли, например, в больницу, приводить с собой Иисуса. Although we are in the hospital to receive help, we want to be a blessing to the doctors and the nurses. И знаете, и даже когда мы были в больнице, теоретически мы в больницу попадали для того, чтобы нам оказали помощь, мы старались быть благословением и докторам, и медсестрам. In the same way that many people don't like to be on boats or ships, most people don't enjoy being in the hospital. Знаете, вот как некоторые люди не любят быть на кораблях или лодках, да, вот, наверное, многие люди не любят быть в больнице. Hospitals can be very scary places. Потому что, знаете, больница это такое жутковатое место иной раз.
We love the hospital. А мы уже любим больницу. I'm at home in the hospital. Я там практически как дома. I'm at peace in the У hospital. меня там мир в душе. It doesn't make any sense, Звучит как-то странно, да? but it's God's grace. Но это благодать Божья. Since 2002, Liz has spent well over 100 nights in the hospital. Вот начиная с 2002 года Лиз пробыла больше, чем 100 дней уже в больнице. The first 5 months of 2013 were especially difficult for us. Вот в 2013 году первые 5 месяцев 2013 года были очень тяжелые. God showered us with His grace. Вот, но Бог просто изливал на нас благодать. It's only by His grace that we survived. И только благодатью Его мы и выжили. In January of that year, my dad was diagnosed with liver cancer. И вот в январе 2013? вот в 2013 году, в январе, у отца моего обнаружили рак печени. His decline was fast, and he was only given a few weeks to live. И он очень быстро угас, всего несколько недель. My mom and I put my dad in a nursing home so they could take care of him. И мы с мамой мы отвезли отца в хоспис. I would work all day and then visit my dad on my way home. Вот я работал целый день, а потом вечером заезжал к отцу. My dad was a great guy, and he raised me to be a man. Отец мой, он был такой отличный человек, он вырастил меня мужчиной. My dad became a Christian in his later years. И мой отец стал христианином в совсем поздние годы. I love my dad. Я действительно любил отца. In late January, Liz had more heart trouble, and her doctor ordered more tests. В конце января у Лиз опять были какие-то проблемы с сердцем, и ей надо было проходить дополнительное обследование. The test revealed that Liz needed open heart surgery. И анализы показали, что ей требуется операция на сердце. So my dad was dying. И отец мой умирал. My mom wasn't handling it very well. А моя мать уже не справлялась с этой ситуацией, ей было тяжело. And my wife was going in for emergency open heart surgery. А жене требовалась операция на сердце, открытая операция. The pressure was building. Это было такое давление. Liz had open heart surgery on February 7th. Вот 7 февраля у жены была операция. So I'm going to work each day. А я работаю каждый день. Stopping to visit and spend a couple hours with my dad. Приезжаю после работы к отцу, провожу с ним время. And then I would go to the hospital and see my wife. Потом еду в больницу к жене. I remember thinking, this is too much, Lord. И я помню, что я думал, Боже, ну это уже чересчур. My father died and went to heaven on March 2nd. А 2 марта отец мой умер. Liz recovers from the heart surgery, but is having pain in her left leg due to poor circulation. Вот жена вроде бы оправилась после операции, но все еще у нее болела нога левая из-за плохой циркуляции крови. In late March, she has a procedure to fix the poor circulation in her left leg, but something goes wrong. Вот, и потом в конце марта у нее была определенная процедура, чтобы восстановить кровообращение в ноге, но что-то пошло не так. She's in extreme pain. И это было очень больно. She loses blood flow to the lower part of her leg, and her toes begin to turn black. Вот, кровь вообще не достигала низа ноги, и у нее почернела ступня. There's no remedy from the doctors. И ничего доктора не могли сказать. We are advised that the only situation is to surgically remove her leg. И нам говорили, что тут единственный момент, который может спасти, это ампутация ноги. Liz has to make the decision on her own to remove her leg. Ей сказали, давай решай, будем ампутировать или нет. I'm thinking, this is too much, Lord. Я думал, Боже, это что-то слишком, чересчур. We pray for God's wisdom and healing, but the condition worsens. Мы молились за мудрость Божью, за исцеление, но все только ухудшалось. Liz makes her decision, and her left leg is removed below the knee on April 4th. И Лиз приняла решение, и ампутировали ногу, в апреле. The recovery process is very painful. И процесс восстановления был очень тяжелый.
Liz spends 25 days in the hospital. Она 25 дней еще провела в больнице. Liz comes home on my birthday, which is April 29th, И, and it's the best birthday present ever. и она вернулась домой, а 25 апреля как раз на мой день рождения. Это был, наверное, для меня лучший подарок. 2 days later, on May 1st, I noticed that the wounds don't look good, and I know something's wrong. Но вот через несколько дней я понял, что что-то, нога не так хорошо выглядит, я понял, что что-то тут плохо. I call her surgeon, and he wants to see me right away, see us right away. И мы вызвали врача, и он сказал, ну давайте сразу срочно приезжайте. Upon his examination of the wound, it's obvious that the leg is not healing properly due to poor circulation. Вот он все проверил и говорит, нет, заживает рана очень плохо, потому что опять с кровообращением проблемы. Liz has to repeat the surgery again. This time the leg will be removed above the knee. И пришлось повторять опять операцию и ампутировать еще часть ноги, уже выше колена. We're devastated. Мы были просто уничтожены. At this point, we felt like Paul when the ship was just being carried along by the wind. И, наверное, мы в этот момент чувствовали так же, как и Павел, когда вот столько дней корабль носится волнами, и непонятно, чем все кончится. We had no control over what was happening. Никак не контролировали то, что происходит. The crew on that ship threw the anchor overboard to help stabilize the ship. Персонал корабля вот этого, да, они пытались бросить якоря на корме, чтобы стабилизировать каким-то образом корабль. Jesus was our anchor. Нашим якорем был Иисус. He was our strength. Он был нашей силой. In this case, there was no decisions to make. Liz needed the surgery to save her life. На этот раз нам уже не надо было принимать никаких решений. Там сразу сказали, что хочешь жить, надо ампутацию. Liz had surgery in early May and then came home about a week later. И вот операция прошла, а потом уже в мае она только вернулась домой. Our lives changed that day. Наша жизнь изменилась. Physically, things got harder. Физически все стало намного тяжелее. We had to adjust. Пришлось приспосабливаться. But we want to live and live abundantly. Но мы все равно хотели жить и, как обещано, жить с избытком. Our marriage got stronger. Наш брак вот за все это время стал даже сильнее. My wife is an inspiration to others by her attitude and her outlook on life. Моя жена, она является вдохновением для многих других, своим отношением к жизни, своим отношением ко всему, что происходит. She's a woman of great faith. И она женщина с великой верой. Over the past 4 years, our surgeon continued to treat her right leg for the same circulation problems. И вот последние 4 года постоянно она проходит процедуры на правой ноге, чтобы не повторились такие, чтобы каким-то образом компенсировать проблемы с кровообращением. This spring, those treatments came to an end as there was nothing else they could medically do. И вот этой весной мы прекратили процедуру, потому что медицински все было сделано, что можно. Once again, Liz had to make a very difficult И decision. опять пришлось принимать сложное решение. She prayed and prayed for God's grace. Она молилась и молилась о благодати Божьей. We all prayed. Мы все молились. Finally, after about a month, she had peace and she made her decision. И примерно через месяц она получила ощущение мира и покоя и приняла решение. On June 8th, the surgeon removed her right leg above the knee. И ей ампутировали в июне вторую ногу. It's really hard as a husband to watch the person that you love the most in the world endure so much pain. И знаете, для меня, как для мужа, очень тяжело смотреть на человека, которого ты любишь больше всего, и который испытывает такую боль. We have went through a lot the past several years. Поэтому вот последние несколько лет мы прошли через очень многое. But God has been with us the whole way. Но Бог был все время с нами. We stayed in the game and we have not lost our faith. Вот мы не потеряли нашу веру, мы приобретали In Бога. fact, our faith has grown. Наша вера выросла. God has used our story to help others going through difficult times. Бог использует нашу историю для того, чтобы помогать другим в их тяжелые моменты. This is the kind of trouble that causes people to walk away from God. Знаете, вот такого плана трудности иной раз побуждают людей уйти от Бога. And to walk away from their marriage. И более того, даже расторгаются браки. But Jesus is our anchor. Но Иисус наш якорь. Jesus can sustain you through the storms of life.
Иисус может укрепить вас и содержать вас вот в эти моменты штормов. He's done it for Liz and I. Он сделал это для Лизы, для меня. He will do it for you. И для вас сделает. Let's pray. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты действительно прочный и яркий в любых обстоятельствах и штормах нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты и благодать Твоя, они не ограничены какими-то обстоятельствами, они могут быть и в трудные, и в легкие моменты, и она всегда приходит на нас. Она всегда есть, мы можем просто пользоваться этим. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты есть автор нашей веры, Ты ее, Господь, Творец. И верою мы можем держаться Тебя. И любовь Твоя, Господь, не оскудевает. Ты любишь нас все равно. Да, Господь, в жизни бывают сложные моменты, ужасно сложные. Укрепи нас, Господь, позволь нам каждому, если такое случается, и когда такое случается, проходить через них, глядя на Тебя, держась за Тебя, как за якорь. Благослови, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.